Всем привет! Для тех, кто не видит надпись на моем видео, продолжение расклада находится на YouTube-канале. Также для личного расклада обращайтесь ко мне в Instagram imperia.taro, либо на WhatsApp. Так, давайте посмотрим сегодня такую тему. Что же он хочет от меня? Представьте мужчинку и поехали. Что за мужчинка здесь? Мужчинка, у которого проблемы. Мужчина, который сделал свой выбор. Мужчина, все понятно. Мужчинка здесь ищет деньги. Мужчина с проблемами. Мужчина, у которого сейчас, наверное, знаете как, не встать, не лечь, ничего. Мужчина загружен обязанностями, проблемами. А все это было связано с тем, что он сделал когда-то неправильный выбор. Выбор был связан с деньгами. Так, еще незрелый мальчик, здесь мальчик. Так, мужчина когда-то, скорее всего, покинул вас. Либо на данный период времени у него, вообще этот мужчинка, я вам скажу, у которого сейчас, возможно, длительное время проблема с деньгами. Понимаете? Возможно, проблемы с жильем. Вот как вот бомж. Понимаете? Так, какой-то еще мужчинка. Так, мужчинка здесь. Сам император, сам дьявол пришел. Так, этот мужчина, скажу одно, ждет проявлений от женщины всегда. К вам, не к вам. Вообще инициатива должна проявлять всегда женщина. Мужчина любит кекс. Понимаете? Мужчина, во-первых, любит зависимость, может употреблять алкоголь, наркоман может быть он, разгульный образ жизни для него женщины, измены. Вот все, что запретное, все ему можно. Мужчина, помимо этого, ревнивый, скандальный, манипулятор такой, вот знаете как. Он вот чистый дьявол. По отношению к вам, что он хочет, чтобы вы пребывали также зависимы были от него, да, чтобы сейчас на данный период времени вы его очень сексуально тянете, и он хочет, чтобы вы, понимаете, чуть ли у вас со рта, чтобы слюни не текли по отношению к нему, чтобы начали проявляться. В его случае только женщины проявляются. Мужчина здесь может быть, знаете, с женским характером, но от женщины он ждет проявления, да, чтобы женщины поступали как мужчины в его адрес. Он может просить цветы, подарки, вот такой, да. А если сам инициативу, нет, не дождетесь, нет, здесь не тот мужчина. Здесь мужчина, все, знаете как, всю ответственность скидывает всегда на женщину. Ну, это мы поняли, да, что на данный период времени ждет от вас инициативы. Так, что ты еще ждешь от этой женщины, которая смотрит тебя? Ну, я вам, знаете, скажу, чтобы вы, мужчинка, наверное, либо вы ему разбили сердце, либо обоюдно разбили сердце, либо он вам разбил сердце. Вы на него плюнули, да, и знаете, что его прям бесит, вот прям до боли раздражает, что вы начали новую жизнь, понимаете? Что вы в нем не нуждаетесь, у него такая боль, понимаете? Почему? Потому что вы живете, а он-то остался у разбитого корыта. Вы его разочаровали тем, что вы жить начали хорошо, я так понимаю, да? То, что женщина здесь независимая, самодостаточная стала. Понимаете, акцент где? Женщина, которая начала новый образ жизни. И он хочет, что он от вас ожидает, да? Что вы опять начнете о мальчике вспомните. Понимаете, что вы не будете от него отворачиваться. Вы же отворачиваетесь от него. Тем самым от него ему сердце разбиваете, мальчику ему. А он дурак. Понимаете, не зря же карта дурака вышла. Он дебил, дурак. Что еще он от вас ждет? Чтобы вы его опять позвали в свою счастливую семью. Понимаете? Если не семья, какие-то отношения. Счастливые отношения. Были любовниками? Пожалуйста. Он говорит, я с семьей, но при этом ты была, чтобы со мной. Чтобы я мог приезжать, уезжать. Понимаете, что? Мне с тобой хорошо и там, и сям. И нашим, и вашим. Вот что он ждет от вас. Что вы дадите добро. Понимаете? Что вы примете его назад. Ну, кекса хочется мальчику, понимаете? Кекса. Он ждет, что вы его позовете обратно. Что он еще от вас ожидает? Что вы прекратите, наконец-таки, знаете, что конфликтовать с ним. Наконец-таки, что вы поймете, что мужчинка здесь, для него нужна дорожка, да? Прекратите с ним конфликтовать еще раз, что вы все-таки в нем разглядите того мужчину. Если ваш муж, пожалуйста, возвращайте мужчину домой. Если женатый мужчина, пожалуйста, смиритесь. Но вам же, в принципе, с ним вместе кайфово же. Вот понимаете, вот этот прям его карта, кайфоман. А его бесит, понимаете, что вы не даете сейчас, чего раньше давали. Понимаете, он любит, когда его любят. Все женщины должны только его любить. Ему не нравится, что вы сейчас с ним конфликтуете. Зовите пацана обратно. Вот чего он от вас ждет. Хорошо, что ты еще ждешь от этой женщины? Что вы перестанете на него злиться. Опять, если вы были жена, то опять позовете и любить его будете, понимаете?
Он все-таки хочет от вас, чтобы вы уже перестали. Вот этот меч спустили и превратились в стабильную женщину, которая его ждет всегда, понимаете? Возможно, то, что если вы деньги давали, деньги будете давать. Ну, чё ж вы так злитесь? Вот он что говорит. Ну, чё ж ты на меня злишься? Ты же меня любила. И я готов. Прими только обратно. Прекрати злиться. Опять будь той, кем ты была. Не злись на меня. Он хочет то, что ждет, что вы опять будете его. И еще он вас боится, конечно, здесь. Боится. Что ты еще ждешь от этой женщины? Чтобы вы перестали от него закрываться, чтобы вы вышли на контакт, чтобы вы, знаете как, возможно, то, что здесь вы его заблокировали, чтобы вышли, понимаете, чтобы дали о себе знать. Хорошо, а что ты готов сделать для этой женщины? Ой, а я не готов. Вот если только... Нет, я не готов. Тут пусть женщина, она должна инициативу проявить. Только женщина. А я буду отстраняться. Я пошел пока дальше. Понимаете? Женщина. Вот если женщина возьмет инициативу, тогда можно уже думать о будущем. Только если женщина. А что, ты ничего не будешь делать? Нет, знаете что? Кстати, он говорит, я готов. Я готов. Я уже молю высших сил, чтобы помогли мне. У меня ясность какая-то произошла. Решимость какая-то. Решился. Он все-таки решился действовать в вашу сторону. Угу. А чем ты готов пожертвовать ради этой женщины? Вообще, пожертвовать чем ты готов? Так. Ну, пожертвовать он готов своим блядством. Любовью своей пожертвовать готов. Понимаете, что? Мужчина здесь, я вам скажу, сколько его высшей силы. Но на данный период времени высшие силы работают над его самооценочкой, это факт. Но мужчина здесь, знаете как, не будет он ничем жертвовать. Нет. Он говорит, вот тебе надо, давай. Он, знаете как, он здесь наоборот будет себе цену набивать, а женщина должна добиваться его. Это еще он будет, знаете, как здесь говорит, он еще будет носом воротить. Надо ему, не надо. Понимаете? Как оценки вам будет ставить, соответствуете вы ему или нет. Вот такой здесь мужчинка. Пока вы его, знаете, будете жертвовать, да, он будет еще на блядки ходить. Хорошо. А любишь ты эту женщину, интересно? Прошлое тянет. Прошлое. По башке получил по справедливости. Возможно, то, что разводитесь из-за тайной женщины, не исключено. Ну и вообще, конечно, по справедливости получает он. По справедливости здесь у вас был серьезный разлад. Какой-то конфликт, может быть, был серьезный причем, да? После чего женщина здесь его не простила, закрылась. Ну и все. И, пожалуйста, ничего он об этой женщине не знает. Соответственно, о вас. Понимаете, вы сейчас для него прошлое тянете, его прошлое. Видите как? Он же видит то, что вы сейчас слишком уж такая, слишком умудренная, слишком закрытая, слишком интересная, слишком интуитивная женщина. Помимо этого тянет, да. Ну что вам срезюмирую этот расклад? Понимаете, что сейчас мужчинка, наверное, выбором ошибся, да? Вот он и за свой выбор здесь и получает. Не клеится у него. С деньгами проблемы, в работе, может, проблемы, в личной жизни проблемы. Помимо этого, все было связано с его выбором. Но, посмотрите-ка, он ничего для вас делать не хочет. Он также будет бледовать, хорохориться. Но если он вам так нужен, пожалуйста, он вас ждет с удовольствием. Поманите, он ваш. Но нужен ли он вам? Решать вам. Тем более, он вам там сердце разбил. Понимаете, предательство было с его стороны, скорее всего, здесь. Нужен он вам, не нужен, решать вам. Но по мне так это не мужчина. Это, знаете как, это просто, наверное, альфонс какой-то. Независимо, был ваш супруг, любовник, хоть кто. Это недомужчина, понимаете, который чуть ответственность сбегает. Решать вам. И также я вам хочу сказать спасибо за то, что побывали на раскладе. Обращайтесь за личным раскладом. До новых встреч, дорогие мои подписчики.